Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Приветствую вас. Спасибо, что заглянули на каналчик Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но и этих обеих. С левой стороны вы видите для вас с правой стороны два QR-кода. Это влоговый канал и музыкальный канал. Можете перейти также по ссылке под этим роликом. Если вам понравится, слушайте, смотрите. Вот, также видите QR-код от телеграм-канала. Можете присоединиться к нашей группе. Каналчик вот такой маленький, но удаленький. Люди относительно почти все адекватные. Так как я не всех знаю, я не могу о всех говорить, судить. Вот. Но от тех, с кем мы общаемся, круг, так он уже у нас комплектовался, скажем, есть уже, да. Так что очень-очень все хорошие люди с разных стран. Вот. Ну а теперь что, перейдем мы к нашим роликам, кроликам. Нашел я в соцсетях ролик одной девушки. Она рассказывает про историю. И в чем пойдет дело-то? А то, что она говорит о том, то, что как таковой блокады Ленинграда не было. Да, господа питерцы, ленинградцы. Кто-то смотрит меня? Да, смотрит, я знаю, смотрит. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, так как это очень больная тема для вас. Я знаю, да. Я бывал часто в Петербурге. Это очень больная тема, да. То, что, например, там с продуктами выкидывать, еще что-то, хлебушек выкинуть, да. Это очень-очень, особенно старые люди, да, пожилые, на это очень негативно смотрят на все. И вот давайте ее послушаем. Сначала мы, у меня два ролика, да, будет к разбору. Давайте послушаем ее сначала, что она говорит. Знаєте, чому я завжди топлю за те, щоб знати історію? Тому що вам зараз буде дуже цікаво почути про те, що не було насправді ніякої блокади Ленінграду. Ясно? Вот это ее слова, это не мои слова. Ролик я подбираю в интернете, они снимают их сами. Смотрим дальше. Сталін не безпідставно вважав Ленінград зосередженням нелояльного до радянської влади населення і скористався війною для того, щоб зачистити неугодних. Если я правильно ее понял, значит, он хотел зачистить неугодных, да? Это она причисляет, типа, ленинградцев к неугодным. Поправьте меня, я, может, неправильно понял, да? Я язык их не понимаю. Так вот, поверхностно. Про це, власне, пише російський історик Марк Солонін. Блокада – це що? Це, як мінімум, оточення. І на Нюрнберзькому процесі адвокати німців і фінів з документами на руках довели, що не було у фашистів взагалі жодного завдання оточувати Ленінград. Скажите, кто знает, кто историк? Я не историк. Правда, было ли такое, то, что смогли на Нюрнбергском процессе немцы показать эти бумаги, то, что не было такого приказа, как я понял, да, чтобы блокаду Ленинграда делать, и все это чушь, типа? Це не було їхньою задачею. Слухання, до речі, з даного епізоду, вони пройшли 19, 22, 27 лютого 1946 року. Це ті, хто хоче перевірити ці факти, будь ласка, можете їх перевірити. Тобто весь блокадний ось цей кошмар, ось цей голод, він був результатом тупості, бездарності, злочинності радянського та партійного керівництва. Напередодні, власне, блокади з Ленінграда на Велику Землю були організований вивіз повністю всього продовольства, всіх абсолютно складів. Голод настав через те, що вивезли їжу. І все. Крім того, близько 500 кораблів Ладозької флотилії, їх спеціально поставили на прикол, тобто вони стояли біля пірсів, саме для того, щоб не могли вони ні вивозити людей, ні завозити хоч якусь їжу. І ті, хто дивом просто вибрався з цієї блокади, це фактично одиниці. Інші просто помирали через те, що комусь було вигідно радянському керівництву. Я попробую все это дело перевести. Ну, КАИ переводит, да, поставлю вам текст, снизу вы увидите текст на русском языке. Вот, и я вот как-то немножко, я не уверен, да, то, что она о чем говорит. Я сказал, я не историк, я не знаю, но вот этого я не слышал, это слышу первый раз. Щоб люди помирали там від голоду. При цьому, що найцікавіше, в архівних документах немає жодного факту голодної смерті серед представників райкомів, міськомів, обкомів, ВКПБ і так далі, так далі. У їдальні Смольного, до речі, це історичний факт. Були доступні будь-які продукти. Фрукти, овочі, ікра, булочка, тістечка, молоко, яйця, ну все абсолютно.
Я вам просто зачитаю коротенько меню, яке було тоді, коли, власне, в Ленінграді Как я понял, она говорит, в Смольном были... Да, это я слышал, тут я, наверное, соглашусь. Я слышал, то да, жировали, конечно, верхушки и жили довольно неплохо. И также в Москве, да, во время войны жили не люди, не нормальные люди, я говорю, а именно о тех вот генералах и те, кто был у власти, да, они жили неплохо, жировали. Тут, наверное, соглашусь с ней. помирали люди з голоду. Щодня м'ясне: баранина, шинка, кура, гусак, індичка, ковбаса, рибне, лящ, салака, корюшка, смажена, відварна і заливна, ікра, балик, сир, пиріжки, какао, кава, чай, чорний хліб на день, виноградне вино, гарний портвейн до обіду та вечора. Харчування замовляєш напередодні на свій смак. Це інструктор відділу кадрів міському ВКПБ. Ось таке писав у своїх мемуарах. Тому, друзі, знайте історію. Знаєте, що Москва винна, як в нашому Голодоморі, який був в 32-33 роках, як в нинішньому Холодоморі в Україні, так і винен в тому, що свого часу в Ленінграді помирали теж люди від голоду. Вот, друзья, ну, тут я понял, в принципе, все. Она обвиняет Москву, то, что она виновата в голодоморе украинцев, и она виновата в голодоморе и блокаде Ленинграда. Мне интересно ваше мнение. Я надеюсь, найдутся все-таки люди, те, которые, правда, знают историю от А до Я, скажем так, да, кто учился, может, и с интересом много очень читает, да, просто, ну, я не занимаюсь, мне нравится история посмотреть, послушать немножко, да, но так глубоко я, конечно, не копаю. Напишите, пожалуйста, это очень интересно, мне будет самому даже знать, я обязательно почитаю. Да, так, ребятки, и мы перейдем сейчас к другому ролику. Это немецкий политик, теперь он расскажет тоже об истории, истории Украины. Давайте послушаем, о чем он говорит. Перевод на этом ролике вроде бы есть, если нет, я поставлю перевод на русский и сделаю вам. Смотрим. Am Arsch der Welt. Am Arsch der russischen Welt war die Ukraine. Bei der Ukraine und Russland gibt es diese ethnische Differenz nicht. Wir sind nicht zwei, das ist eins. Brudervolk, Brudervölker. Von Ukraine ist keine Rede vor 1918. Как я понял его, то, что он говорит до 1918, то есть 1918 года, о Украине вообще даже никто не слышал, никто не знал, что это такое. Да? Ну, смотрим дальше. Это слова этого политика. Слушаем. Ukraina heißt auf Russisch an der Grenze. Als das Gebiet da unten von Zarenreich besiedelt wurde, dann war dieses Gebiet ganz an der Peripherie, sozusagen am Arsch der Welt. Am Arsch der russischen Welt war die Ukraine. Ukraina. Dorthin sind die Leute gegangen, die in Moskau und Petersburg nichts geworden sind. Как он сказал, на окраину, то есть окраину России шли люди, которые никс geworden, also то, что с них ничего не стало, они не смогли себя как-то реализовать вообще, и криминальные личности. Это вот слова, и там так сформировалось поселение. Ну, так скажем. Die Kriminelle waren oder die Abenteurer waren. Und ein Teil von denen nannte sich Kosaken. Das waren harte Jungs. Die Kosaken sind die Cowboys des zaristischen Reiches. Die haben da unten einen guten Job gemacht. Und dadurch hat sich eine bestimmte Mentalität herausgebildet, die auch ihre sympathischen Seiten hat. So wie bei den Cowboys auch. Es hat sich eine Mentalität herausgebildet, das waren die Kosaken, aber das war vor 1918 nie ein Staat. Die waren immer zusammen mit Russland oder sozusagen russisches Protektorat. Es sei denn, sie waren von den Polen erobert oder von den Schweden. Und erst mit 1917 mit der Oktoberrevolution ändert sich das. Eigentlich ist die Ukraine ein kommunistisches Produkt. То есть, как я теперь понимаю, он говорит то, что Украина это коммунистический продукт, который был создан с различных частей, территориальных частей высказывания этого политика. Die Kommunisten haben das zusammengebacken aus den unterschiedlichsten Teilen. Also der Mittelteil mit Kiew, das ist da, wo sich diese besondere Kosakenmentalität immer schon ausgebildet hat. Der Osten, der war schon immer sehr russisch. Und der Westen, der hat sowieso nie dazugehört, den hat Stalin dazugeholt. Der Ort heißt Lemberg.
Правильно, Лемберг, да, это Лемберг, это никогда это Львовом он не назывался, это был Лемберг. Тут еще разбираться надо, кому Лемберг принадлежал, да, это очень интересно, кстати. Напишите, пожалуйста. Der heißt nicht Liv, der heißt Lemberg, weil er noch nie dazugehört hat, der war habsburgisch und dann war er polnisch. Und er kam erst sehr, sehr spät im Stalinismus zur Ukraine dazu. Und dann gibt es offene Geschichten mit der Krim. 1953, die Krim war immer russisch. Das war der russische Stützpunkt gegen die Türken. Der hat auch nicht zu diesem Kosakenteil gehört, den ich vorhin geschildert habe. Und da hat aber Khrushchev, der selber ukrainischer Herkunft war, der hat dann im Suff, hat er die Krim einfach der Ukraine zugeschlagen. Das ging noch nicht mal nach sowjetischen Gesetzen rechtmäßig zu. Значит, как он говорит, Хрущев, он тоже был украинец, и он Крым подарил Украине. Слушаем дальше. Das hat er alles am Küchendienst gemacht mit seinen Kumpanen. So lief es. Also ist ein künstliches Produkt. Jetzt will ich nicht sagen, ein künstliches Produkt kann kein Staat sein. Belgien ist auch ein künstliches Produkt. Das ist auch irgendwie zusammengebacken. Oder nehmen wir die Schweiz. Hat völlig unterschiedliche Mentalitäten. Es gibt die Deutschschweizer, es gibt die französischen Schweizer und dann haben wir noch die italienische Schweiz. Unterschiedliche Mentalitäten, aber trotzdem ein gemeinsamer Staat. Kann funktionieren, wenn man die unterschiedlichen Mentalitäten berücksichtigt in der Verfassung. Da darf eben der Französisch-Schweizer Тут он прав, я тут с ним полностью согласен. darf Französisch reden, der Italienisch-Schweizer darf Italienisch reden, der Deutsch-Schweizer Deutsch. Das sind alles Sprachen eines gemeinsamen Staates absolut gleichberechtigt. So hätte die Ukraine auch funktionieren können. Aber was war, nachdem der Westen 2014 geputscht hat? Man hat die russische Sprache verboten. Вот это и была ошибка. Мовные патрули. Запретите русский язык. Хотя здесь, в Европе, они все говорят на русском. Это я в другом ролике покажу. Будет очень интересный ролик про отношения, это спойлер небольшой, про отношения украинских девушек, женщин с русскими. Как они, ну, больше рассказывать не буду, посмотрите. Du kannst doch nicht die russische Sprache verbieten, die ein Drittel der Bevölkerung spricht. Aber die haben sie trotzdem verboten. Hätten die das anders gemacht, hätte sich Putin nie aufregen müssen. So geht es natürlich nicht und deswegen bin ich Putin-Verschierer. Ich finde es plausibel. Вот так, ребятки. Вот такие вещи нам рассказывают, оказывается, историки украинские, политики немецкие. А теперь мне очень интересно узнать у вас, историки и знающие историю, просвещенные люди. Расскажите мне, как это все было. Ну, не только мне, нам, чтобы мы могли почитать комментарии. Не забываем быть очень адекватными в комментариях. Респектируйте друг друга, не обзывайте друг друга, да, не оскорбляйте друг друга, так как это неприятно слушать, и YouTube фильтрует такие комментарии. Они не проходят фильтрацию. Вот так, фильтрацию не проходят они. Также не забываем подписаться на этот каналчик, лайк, комментарий, какое-нибудь движение. Я знаю, леньтесь в комментарии. Ну, пальчик нарисуйте, точечку, знак восклицательный, вопросительный, да, еще что-нибудь. Для продвижения и алгоритмов этого хватает уже. Я желаю вам всем добра, удачи, мирного неба над головой. Спасибо, что досмотрели до конца. Чао-чао.